Всем привет! Благодаря вашей активности продолжаем рубрику «Три лучших блюда одной из стран мира». Сегодня Италия. Согласно международному опросу, итальянская кухня самая популярная в мире. Сейчас время не оффлайн. В путешествие мы, к сожалению, отправиться не можем. Но онлайн, пожалуйста, любая страна или любой магазин. Важно, чтобы покупка в интернете была комфортной, безопасной и быстрой. Все это вас ждет при заказе одежды в интернет-магазине всемайки.ру. Здесь огромный выбор одежды, аксессуаров и товаров с принтами на разные темы. Герои Marvel, скрины из компьютерных игр, принты с логотипами, фан-принты с рок-группами или просто выбираете яркую картинку по душе. Я заказала себе новинку – пижаму любимого цвета и, наконец-то, нашла стильный фартук. Для Андрея хотела футболку с принтом «Папа может все», а нашла вариант еще интереснее. Всемайки.ру – это огромный выбор, хороший трикотаж и качественная печать. Переходите по ссылке в описании и используйте наш промокод на скидку 15%. Для начала приготовим рулетики из говядины в бальзамической глазури. Первым делом нарезаем 700 грамм говядины на тонкие стейки. Затем слегка отбиваем. Приправляем мясо с двух сторон солью, перцем и кисло-сладким соусом. Стейки должны мариноваться минимум 30 минут, в идеале пару часов. А пока они маринуются, подготовим овощную начинку. Нарезаем соломкой кабачок, морковь и болгарский перец. От чеснока отделяем 2 зубчика, раздавливаем их ножом и дробим. Теперь для бальзамической глазури берем большую луковицу, отделяем третью часть и мелко нарезаем. Растапливаем 2 чайные ложки сливочного масла в сковороде на среднем огне. Добавляем мелко нарезанный лук и тушим 2-3 минуты, пока он не станет мягким и прозрачным. В сковородку вливаем 60 мл бульона из говядины и перемешиваем. Далее наливаем 60 мл бальзамического уксуса. Добавляем 2 столовые ложки коричневого сахара и перемешиваем. Доводим соус до кипения, уваривая почти до половины объема. Соус должен закарамелизироваться и стать как сироп. Затем снимаем с огня и выливаем в тарелку. В ту же сковородку, не нужно мыть, добавляем немного оливкового масла, чеснок и немного поджариваем до получения аромата. Увеличиваем температуру и кладем овощи. Обжариваем их, помешивая 2-3 минуты. По сей день в Италии ароматические травы используются чаще, чем специи. Поэтому берем 1 столовую ложку итальянских трав и приправляем овощи. Солим, перемешиваем, снимаем с огня и кладем все в тарелку. Для начинки еще берем перья зеленого лука и нарезаем по длине, как другие овощи. Чтобы собрать рулетики, мы берем маринованные стейки и кладем короткой стороной вверх. На мясо помещаем начинку и зеленый лук. Теперь сворачиваем рулетиком и закрепляем зубочисткой посередине. У нас получилось 6 рулов. Разогреваем сковородку на среднем огне, добавляем немного сливочного масла и кладем роллы швом вниз. Жарим несколько минут с двух сторон до коричневой корочки. Когда переворачиваем мясо, то смазываем бальзамическим соусом. Выкладываем мясные рулетики, смазываем щедро бальзамической глазурью и подаем с салатом капрезе и соусом песто. На них остановимся чуть позже. Давайте разрежем рулетик и попробуем. Мы получили потрясающее сочетание сочного мяса с овощами под кисло-сладкой карамелизированной глазурью. Переходим ко второму блюду. Вдохновившись документальным фильмом «Соль, жир, кислота и тепло», мы решили воссоздать несколько рецептов от итальянцев. Приготовим фокачча – итальянская пшеничная лепешка, которая является основой для пиццы.
Нам понадобится мука, солод, дрожжи и оливковое масло. Для начала просеиваем 500 грамм пшеничной муки. Затем в муку добавляем 2 столовые ложки экстракта солода. Вдруг не найдете, то можно и без него. Кладем 2 чайные ложки без горки сухих дрожжей и перемешиваем. Добавляем постепенно 300 мл воды и замешиваем тесто. Тесто должно быть мягким и без вздутий. Вы заметили, что соль в тесто мы еще не добавляли, так как соль убивает дрожжи, и вам придется добавлять их гораздо больше, чтобы тесто взошло. В ступку кладем листья розмарина, 1 столовую ложку итальянских трав и только теперь добавляем соль. Кладем 1 чайную ложку оливковой пасты, измельчаем ароматную смесь и втираем в тесто. Теперь пусть тесто полежит 15 минут в теплом месте под полотенцем. Тем временем сделаем для фокаччи песто по старинному лигурийскому рецепту. Берем 1-2 столовые ложки кедровых орешков и толчем в ступке до состояния пасты. Теперь перекладываем смесь в тарелку. В ступку рвем листья базилика с 1 пучка, добавляем совсем чуток соли, гранулы соли помогают толочь листья, а основной соленый вкус достанется от сыра. Кстати, в Италии практически ни одно блюдо не обходится без добавления сыра. Там их более 400 видов. Берем 25 грамм сыра пекарина и 25 грамм пармезана. Трем их на мелкую терку. Если не любите запах овечьего молока, то пекарина полностью замените пармезаном. Теперь добавляем в ступку кедровую пасту, сыр, 3 столовые ложки оливкового масла и все перемешиваем. Для сравнения покажем вам пасту из магазина и свежеприготовленную. Разницу видно сразу. Песто из магазина проигрывает и по внешнему виду, и по вкусу. Возвращаемся к фокаччи. Смазываем противень оливковым маслом, кладем тесто, немного поливаем его оливковым маслом и равномерно распределяем. Делаем пальцами характерные для фокаччи ямочки. Затем накрываем полотенцем и ждем 40 минут, чтобы не пропали углубления. Через 40 минут поднявшуюся лепешку взбрызгиваем еще раз оливковым маслом. По желанию к маслу можно добавить чеснок. Отправляем в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов. Фокачча должна получиться не выше 2 сантиметров. Разрезаем лепешку на удобные кусочки. Фокаччу хочется подать с капрезе, с блюдом под цвет итальянского триколора. Полагают, что этот рецепт изобрел патриотичный каменщик. Он любил выкладывать начинку бутербродов, как цвет итальянского флага. Так, в одном из обедов он объединил на мягком хлебе базилик, моцареллу и помидоры. Нам очень нравится подача салата капрезе на деревянных шпажках с соусом песто. Мы получили просто идеальный завтрак из фокаччи, песто и салата капрезе. Хрустящая снаружи и мягкая внутри итальянская лепешка с привкусом оливкового масла, солода и ароматных трав вызывает бурный восторг. Стоит хотя бы одно счастливое утро начать, макая фокаччу в капучино. И на десерт канноли. Для начала нам необходимо просеять 225 грамм муки. Теперь смешиваем муку, 1 чайную ложку какао, 1 столовую ложку коричневого сахара, щепотку соли и 50 грамм сливочного масла. Перетираем мучную смесь в крошку. Делаем вулканчик и помещаем внутрь 1 желток. Важным элементом итальянских канноли является десертное вино марсала с запахом бренди и муската. Это в результате дает очень приятный аромат песочным трубочкам. Вы, конечно, можете этот момент пропустить. Добавляем еще 1-2 столовые ложки холодной воды, замешиваем тесто, заматываем его в пищевую пленку и отправляем отдохнуть в холодильник на 1 час. Тем временем сделаем начинку. Берем 500 грамм сыра рикотты и 250 грамм сахарной пудры. По сицилийскому рецепту в начинку добавляем еще и сладкое вино, но это не обязательно.
Накрываем начинку пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Посыпаем стол мукой и раскатываем тесто высотой 1-2 мм. Разрезаем его на квадраты 10 на 10 см. Для приготовления канноли требуются металлические трубки. Если их нет, то можно сделать из альбомного листа и пергамента. Итак, на квадраты из теста кладем трубочку и сворачиваем. Смазываем угол белком и закрепляем тесто. Разогреваем растительное масло, опускаем по 2 трубочки и обжариваем до золотистого цвета приблизительно 40 секунд. Готовые хрустящие трубочки выкладываем на бумажную салфетку, снимаем металлическую трубку и даем немного остыть. Канноли наполняем кремом только перед самой подачей. Украшаем разноцветными цукатами и посыпаем сахарной пудрой. Неудивительно, что итальянскому сырному десерту посвящается не 1, а аж 2 фестиваля в году. Они потрясающие. И рецепт не такой сложный, как кажется со стороны. На этом все. Ставь лайк, подписывайся и жми на колокольчик. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!